Ребята, привет! Я сейчас нахожусь в Швейцарии, у меня мастер-класс, приехали коллеги, студенты, те, кто хочет у меня заниматься из Австрии, Германии, Швейцарии, из Канады, конечно. Ирина приехала. С утра погода была нелетная, дождь, но тем не менее в ресторане нам любезно разрешили на улице открыть зонтики, и мы под ними были защищены от дождя. 2 часа я писал демонстрацию. Это совершенно восхитительное место с озером, с отражением в нем горы ближней, на которой Верденбергский замок, и задний план с горами в снегах. Совершенно волшебная атмосфера. Ее создают люди, те, кто ко мне приехал. И огромная вам благодарность, кто нашел время и возможность вырваться хотя бы там на 2-3 дня. Семинар идет 5 дней. И те, кто хочет еще присоединиться, присоединяйтесь, пожалуйста. Пишите мне на WhatsApp, и мы все решим. В конце ролика я покажу, над чем мы сегодня работали, а сейчас несколько вопросов. На видео, которое я перед этим выкладывал, я пишу «самовар». Это был мастер-класс в Санкт-Петербурге недавно. Планета 007 пишет, что это? Женщин развлекаете. Я сам развлекаюсь, планета 007. Мне просто доставляет огромное наслаждение писать совершенно, находить различные решения обычных, казалось бы, ситуаций, мотивов. И я над этим упорно тружусь и мозгую. Как бы так развлечь женщин, чтобы ко мне приехали заниматься, чтобы было больше интересных картин, больше произведений и больше друзей. Может быть, самовар или что-то там, то, что изображено, не читается сразу. Это меня даже больше радует, ваш комментарий, если вы об этом. Потому что писать так, чтобы угадывалось, чтобы не в лоб, не разжевывать, чтобы никто не сказал, что это уже ели. Я пишу так, чтобы это было новое блюдо. Такое, которое вы еще не пробовали. И каждый раз, причем, стараюсь очень это делать. Так что вы меня порадовали своим комментарием. Александр Ткачук о работе Бато, который писал на время. Это часто он так делает, и я тоже на своих мастер-классах у него подсмотрел эту идею. И мы работаем на время. На 10 минут мы ставим задачу. И за это время те, кто у меня занимаются, решают ее. Он ставил задачу за минуту написать творческую работу. Так вот, Александр Ткачук под шифрованным именем настоящим юзер. Я специально посмотрел, как юзера этого зовут. Это очень просто делается, если вы захотите, наконец, исправить этого юзера на Александра Ткачука. Посмотрите, как в YouTube, наберите, как исправить ник, в аккаунте в YouTube. Так вот, Александр пишет, считать секунды при работе маслом – это дебилизм. Да, то есть и тот человек, который считает секунды, получается дебил. Я в их числе, поэтому совершенно обоснованно считаю наше сообщество выздоравливающих, то, где мы находимся на излечении. Многие на выписку идут, конечно, вы уже давно не болеете, а у нас, в общем, немножечко больные люди, живописью, с таким стремлением к этому дебилизму. Дело в том, что когда включен секундомер, активизируются какие-то потаенные человеческие возможности. И человек может, например, женщина, известный случай, когда ребенка машина какая-то на нее наехала, что ли. Она взяла все силы свои, и она подняла этот грузовик какой-то, чтобы освободить ребенка, дитя. Такие случаи есть. То есть включается все что-то такое неведомое, и человек может выйти за пределы своих привычных возможностей. Он может написать так, как никогда не писал вообще, потому что таймер работает быстрее. Он не успевает все додумывать. Шестеренки с огромной скоростью вертятся, и даже минуты бывает много. Да, не судите нас строго. Это просто такой прием, который позволяет выйти в это состояние и из него писать.
в нем очень комфортно, потому что ты даже не ожидаешь от себя, что выкинешь в следующую секунду. Но некоторые выкидывают вот такие реплики, что мы тут дебилы. Ну ничего, мы же на излечении. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь обратит внимание на наши работы. Бывают выставки даже шизофреников. Ну, книгу я видел. Да, из дурки опубликованные картинки, рисунки их, да. Очень интересная работа. Светлана БТ. Вячеслав, вопрос, как писать с натуры, если пасмурные дни, нет солнца. Ну так вот сегодня как раз такой день был, дождь, пасмурный, потом она, правда, вышла, и я успел вот это состояние схватить. Но пока я писал, было уже несколько там, проворачивалось в мозгах и на полотне, несколько вариантов, и я пришел к окончательно вот к такому, который покажу в конце ролика. Ну как писать, как писать? Отношениями мы просто сравниваем пятна. Я советую, как Коровин, в общем-то, своим студентам говорил, начинайте от темного. Но если вы видите самое темное, ну возьмите это темное, как оно есть, и от него пляшите в сторону светлого. Тогда сочные получаются работы. Если от светлого вы идете, то можно не добрать плотности. Она все время будет такая блекленькая. Если, конечно, это задача такая, то пишите от светлого, как в акварели. Но если вы работаете укрывистыми материалами, то от темного. Шагайте в сторону света. И в конце вы, во-первых, да, в конце вы ударяете по цветам так, что темное к светлому диапазон развернут, ну, вот этих яркостей, светлот, темнот, и картина богаче выходит. Так вот дальше Светлана БТ пишет, если нет солнца, да, но все равно вы пишете отношениями, вот этими несколькими зонами, на которые вы разбиваете мотив, и в этих зонах главное их точно взять в тоне, то есть в светлоте, ну и в цвете. В цвете можно сочинять, и бывают такие сочинения удивительные, но когда в тоне держатся они, это, конечно, фантастика. Или не стоит в такие дни выходить не стоит. На пленэр или натюрморты дома ставить. Ну почему не стоит? Стоит. Цвет никуда не девается. Просто не такой яркий он получается. Да, вы хотите сказать, солнце, когда освещает предметы, конечно, работа яркая. Но не освещает тоже очень красиво. То есть работаете, и когда пасмурные дни, когда солнечные. Главное тут вот что. Ищите разницу между... Чтобы вы поставили работы вот в ряд, чтобы вы видели, и зритель, конечно, тоже увидит, солнечные работы, которые в солнце написаны, и в пасмурный день. Вот передать разницу этих состояний. Вот это очень важно. Натюрморты тоже можно дома ставить, но писать состояние, например, предвечернее, вечернее. Вот когда день гаснет, фонари зажигаются. Это же совершенно волшебно. Оно короткое. Пишите быстро. Из расчета, что там 15-20 минут. Но не делайте это более длительно. Почему? Потому что гаснет день быстро. Вы не успеваете, вы торопитесь. И можете, не попадая в тон, вы просто пропускаете что-то важное. Лучше сделать несколько заготовок, может быть, имприматуру сделать, несколько небольших заготовок, 10 на 15, 15 на 20, 4, например, да, на вечер. И вот по 15 минут эти 4 на разные вечерние состояния написать. Глубокий вечер, там, менее глубокий, уже почти ночь, когда еще видны различия неба, каких-то там деревьев, если это пейзаж, или каких-то еще там объектов, когда они уже не видны, когда черное небо. Не делайте, ради Бога, только черным, все-таки ищите цвет. Я хочу напомнить, что набираю группу на 2 семинара. Первый – это Багдарня, 100 километров от Москвы, с 27 по 30 апреля. Агротуристический комплекс с видами чудесными, с водой, озером, отражением в воде красивых построек. И вторая группа, куда я вас приглашаю, это Прованс со 2 по 7 июля. Записывайтесь, будет интересное путешествие. На сайте уже выложена информация. И будет Кокерон, где снимался фильм
«Хороший год». Наверняка вы смотрели, если не смотрели. Очень милый. Про любовь, конечно же, про вино в Провансе. Там чудесные огромные платаны. И вид просто потрясающий. Кафе, отражение платанов в нем, огни. Ну, совершенно изумительно. Полностью с программой познакомьтесь, пожалуйста, на сайте. Заходите. Александр Творец. Благодарю за выставку. Выставка моя идет в Лобне. Она будет до 28 апреля. Приезжайте на нее. Кроме понедельника с 12 до 19 часов. Благодарю за выставку, Вячеслав. Спасибо, что приехали. Лишний раз убедился, что картины следует смотреть вживую. Собираюсь еще раз посетить вашу выставку. В Лобне работы заслуживают неоднократного созерцания вне суеты. Удачи и солнца во все времена года. Приезжайте еще. Ну что, спасибо, Александр, большое за теплые слова. А те, кто еще не посетил, приезжайте. И напишите, пожалуйста, мне или вот так в комментарии несколько слов. Для меня это обратная связь, очень приятно. Я показываю там какие-то значимые для себя работы. И, может быть, кто-то напишет, что именно понравилось и почему. Юзер ГЗ хотел бы получить от вас каких-нибудь советов о сохранении острой формы кистей и продолжении их срока службы. Если круглая кисточка, газета, кусочек бумаги, который сворачивается конусом, ну, как кулек для семечек, только маленький, и в него, значит, кисточка. А краешки просто мылом смажьте, и оно приклеится друг к другу. А если плоские кисти, и они делаются вот такой вот распушной формы, то я заклеиваю иногда малярным скотчем. Просто вот плоской кистью раз, и все. И скотч сам заклеил. Все, они нормальные, потом легко отдираются.